Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я хочу поговорить с вами об одной очень интересной теме. Двойное отрицание в русском языке. Такого нет в английском, испанском или французском, и поэтому люди, изучающие русский язык, очень часто допускают тут ошибку. Чтобы этого не было, давайте вместе разбираться в этой теме. Двойное отрицание – это когда у нас два отрицания в предложении, что в принципе логично. Одно отрицание может быть выражено отрицательным местоимением, таким как никто, ничто, ничего, никому. И второе отрицание – это чаще всего частица «не» или «нет». Итак, давайте посмотрим на пример. «Я ничего не хочу», скажем мы на русском. Если вы переведете эту фразу дословно на английский, у вас получится I don't want nothing. Но, естественно, на английском вы так не говорите. Вы говорите I want nothing или I don't want anything. Мы так не можем. Почему-то мы решили добавлять два отрицания в предложение. И давайте посмотрим на другие примеры, чтобы еще лучше запомнить это правило. Никто не знает этого человека. Никто не знает этого человека. Опять, никто не знает. Nobody doesn't know. Nobody knows. Следующее. Я никогда не была в США. Опять, я никогда не. Вот это очень знаменитая игра «Я никогда не делал что-то». Вам просто нужно запомнить эту конструкцию «Я никогда не». И таким образом вы будете помнить, что после «никогда», даже если это never, всегда мы будем употреблять еще одно отрицание. «Я никогда не». Еще пример. Никто не поехал в центр города. Никто не поехал. Если мы опустим одно из отрицаний, естественно, это будет ошибка. Предложение будет звучать на русском очень-очень странно. Никто знает этого человека. Я никогда была в США. Нет, это звучит ужасно, и мы так не говорим. Всегда двойное отрицание. Еще один пример. Ничего не происходит просто так. Ничего не происходит. Очень часто вот эти отрицательные местоимения могут разбиваться на части. Это случается тогда, когда у нас добавляются предлоги, если мы ставим эти слова в другой падеж. Например, предложный или родительный падеж. Чаще всего это случается там. Например, ни у кого нет ручки. Ни у кого нет. Вот эти все маленькие слова, они очень важны. Если вы пропустите одно из этих слов или скажете его в неправильной форме, естественно, будет уже ошибка. И еще пример. Я ни о чем не хочу разговаривать. Ни о чем не хочу. Опять же, очень много маленьких слов, но все они очень для нас важны. И еще один факт. Последний о русском языке, который тоже очень часто удивляет людей. Очень часто в русском языке мы задаем отрицательные вопросы, то есть вопросы, в которых есть отрицательная частица «не». Например, «Ты этого не знаешь?» или «Она не была в Бразилии?» Для нас эти вопросы совершенно нормальные. В них нет ничего странного, в них нет ничего негативного. То есть, если на английском вы задаете такой вопрос «Don't you know it?», это уже звучит как издевка, как сарказм. Но для нас это нормальный вопрос. То есть, в обычной нормальной беседе вы можете задать этот вопрос, и, по идее, никто не должен обидеться. Но, опять же, это зависит от вашей интонации. Если вы говорите с сарказмом, конечно, тогда люди могут обидеться и подумать, что вы задаете какой-то плохой вопрос. Вот как этот «ты этого не знаешь?» Вот что-то наподобие такого. Тогда, конечно, да, это негативный вопрос.
Но если вы по-доброму задаете этот вопрос, что чаще всего и бывает, и чаще всего почему-то мы задаем именно отрицательные вопросы, тогда все нормально. Тогда никто обычно не обижается. Вот это такой интересный маленький факт, который вы тоже могли не знать, а может быть знали, но думали, что в таких вопросах содержится что-то грубое или содержится какая-то издевка. Но это не так. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что данная тема теперь не будет для вас трудной. Она и не должна быть трудной, потому что здесь нет какого-то определенного правила. Просто к этому нужно привыкнуть. Люди делают ошибку, потому что это непривычно, потому что в их родном языке такого нет. И поэтому здесь вам просто нужно запомнить. Всегда двойное отрицание. Никто не, ничего не, никогда не. Всегда вот эти два слова будут идти вместе. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.